Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада видеть вас на канале Наталья Ривер. На фоне ливней и пробок Парижская неделя моды отметилась еще и максимально конным показом Hermès, представив коллекцию «Весна-лето 2026». В этом сезоне ни один дизайнер не держался так близко к ДНК бренда, как креативный директор Надеж Ване-Цибульски, которая обыграла конные мотивы в каждом образе новой модной линейки, получившей название «Дикая поездка». В Hermès часто говорят о лошади как о своем первом клиенте. С улыбкой, конечно. Ведь все мы знаем, что французский дом моды был основан почти 190 лет назад как мастерская по изготовлению экипировки для экипажей и верховой езды. Но постепенно здесь изменили ассортимент, начав выпускать готовую одежду и различные аксессуары. И пусть в фокусе бренда сегодня по-прежнему конная тема, но это совсем не про ковбойские шляпы и салоны. Все подано исключительно с элегантным французским акцентом. Так что в дикую поездку нам предлагают отправиться не куда-нибудь в Северную Америку, а на юг Франции, в Камарх. Чтобы создать нужную атмосферу, подиум усыпали песком и ракушками. Словно кто-то приветливо принес кусочек побережья Средиземного моря прямо в зал. В воздухе едва уловимо ощущался запах соленого ветра, свет играл на полированных пряжках, а зрители будто оказались на границе города и дикой равнины. Да, это была не типичная улочка Парижа. Это был Камарх в миниатюре. Просторно, немного пыльно и безумно красиво. Как отметила в комментариях Надеж Ване, мне хотелось привнести дух свободы и богемности в конный стиль, который обычно ассоциируется со строгостью. То есть получается, если ранее Hermès был про идеальную выправку и натянутые поводья, теперь про то, как отпустить вожжи и позволить себе, хотя бы короткие шорты. И в коллекции, к слову, их было немало. Облегающие силуэты, портупеи, корсеты, только не те, что в духе викторианской эпохи, а кожаные, мягкие, буквально обнимающие фигуру. Они не прячут тело, а эффектно подчеркивают. Одним из источников вдохновения дизайнер выбирает архивное седло из Камарга. Только взглянуть на него она решила не как на музейный экспонат с ремнями и пряжками, а как на инструмент свободы и модного творчества. С акцентом на изогнутые линии, форму, силуэт. Главная идея – взять за основу эстетику конного костюма, но сделать жесты более легкими, а интонацию – кокетливой и слегка сексуальной. Цветовая палитра коллекции навеяна природой Камарга с песчаными дюнами, засоленными степями, болотными угодьями, пляжами и лагунами. Пьянящие краски заката уравновешены спокойными земельными оттенками. Охра, оливковый, карамельный, коньячный, волнующий красный, разбавленный мягким песочным и чувственным белым. Глубины и характера образом добавили черный и синий. Кожа и замша, шелк, трикотаж – все вполне традиционно для модного гардероба Hermès, в котором сегодня существенное место занимает стеганая отделка, что соответствует выбранной теме. Новую жизнь получили знаменитые платки и шарфы. Теперь они стали частью жакета и платья или самостоятельным топом, превратились в ювелирное украшение ожерелья, либо в стильное оформление сумки, где последняя была и остается самым желанным аксессуаром среди поклонников французской марки. Ни для кого не секрет, что в первую очередь на дорогих сумках делает кассу бренд, и что именно ради новых модных аксессуаров публика стремится посетить очередной показ дома моды. В этом сезоне здесь провели апгрейд классических моделей, которые, видимо, станут еще чуть более недоступными. Среди их числа выделю замшевую Биркин. Она выглядит тихо и роскошно одновременно. А еще поясную в насыщенном фиолетовом, которая крепится к брюкам и стала встроенным элементом образа. Относительно обувного ряда революции не случилось. В приоритете, как всегда, жокейские сапоги в любых вариациях по цвету, из кожи, замши, либо комбинированные. В общем, все очень по-эрмесовски. Минималистично, дорого и со вкусом. Потому что каждая новая коллекция бренда – это не просто мода. Это философия движения, дыхания, уверенности. Это про настоящее ремесленное мастерство, причем немного капризно, немного кокетливо и бережно упаковано в совершенную ручную работу. Мне нравится. А ваше мнение, мои дорогие зрители, я с интересом жду в комментариях к видео. Надеюсь, вы не забудете оценить обзор лайком и оформить подписку на канал. Приятного просмотра, всем совершенства и красоты! Удачи в поиске модных обновок и позитивного,
солнечного настроения!